подходящий по атмосфере к Хэллоуину. И давайте начнем. История называется «Двое мужчин». Двое мужчин, Баннер и Грей, путешествовали автостопом по пустынной дороге, но ни одна машина не останавливалась. Они устали, их ноги ныли от ходьбы, солнце быстро садилось, и они должны были найти себе ночлег. Они пришли к старому заброшенному дому и решили укрыться внутри. Сад зарос сорняками и кустарником. Дверь на ржавых петлях скрипнула, на полу лежал пыльный ковер. Мужчины взяли несколько банок из своих рюкзаков и немного поели. Затем они развернули на полу свои одеяла, удобно устроились и заснули. В середине ночи Грей вдруг пробудился от беспокойного сна. Было темно, и он дрожал от холода. Вдруг он услышал странный шум. Он увидел своего друга. Баннер стоял в тени, прислушиваясь. Он выглядел так, словно был в каком-то трансе. Затем мужчина начал медленно подниматься по лестнице. Его сапоги скрипели на деревянных ступенях. Пронзительный свист усилился. Грей хотел крикнуть своему другу, чтобы тот вернулся, но слова застряли в горле. Баннер продолжал идти вверх по лестнице и в конечном итоге исчез из поля зрения. Вдруг шаги остановились, и Грей затаил дыхание. Он ждал и ждал. Затем он услышал ужасный крик, который расколол тишину ночи и почти заставил его выпрыгнуть из кожи. Затем шаги возобновились, но они уже были вниз по лестнице. Грей задрожал от страха, когда увидел пару сапог, медленно спускающихся вниз по лестнице. В лунном свете он мог видеть руку, нащупывающую перила. Ужасный холод пробежал по спине Грея, когда он увидел другую руку. Она сжимала окровавленный топор. Затем он увидел лицо своего друга. Оно было смертельно бледным. Его глаза остекленели, а рот был искривлен в омерзительной усмешке. Кровь стекала со лба из огромной раны, которая почти расколола его череп пополам. Грей испустил леденящий кровь крик и выбежал из дома. Он бежал вслепую сквозь кромешную темноту ночи, отчаянно пытаясь убежать дальше от старого дома. Он бежал и бежал, все время представляя, что его друг преследует его с окровавленным топором и окровавленной головой, его ужасной смертельной усмешкой. Он бежал и бежал, пока не рухнул изможденный. Утром ему удалось найти полицейский участок, и он сообщил шерифу, что он видел. Вместе они вернулись к старому дому, чтобы проверить его. Грея бросала в холодный пот при мысли о том, что они могли там найти. Шериф открыл скрипящую дверь и заглянул внутрь. Грей нервно заглянул через плечо. На полу он увидел своего друга. Баннер лежал лицом вниз в луже крови. Голова почти расщеплена пополам. Его мертвая рука все еще сжимала рукоятку топора. Лезвие топора было воткнуто в пол, в том самом месте, где ночью лежала голова Грея. Шериф обыскал дом сверху донизу.